Приветствую! В нашем втором уроке мы более подробно поговорим о том, как устроена матрица трансформации объекта и какой она имеет смысл. Итак, давайте создадим null и добавим ему тривиальное из дерева для вывода матрицы трансформаций. Так, берем глобальные трансформы. Задаем их же и показываем матрицу трансформации в числовом виде. Вот она. Объект расположен в начале координат с нулевым поворотом, поэтому матрица трансформации единичная. Если мы теперь будем его двигать по оси x, y или z, то видим, что в последней строке первые три компоненты это как раз и есть местоположение объекта по оси x, y или z соответственно. Если теперь мы повернем, например, объект вокруг оси z на 90 градусов, то матрица трансформации изменится. И видно, что локальная ось x смотрит теперь вдоль глобальной оси y, а значит имеет координаты 0, 1, 0, и это как раз записано в первой строке. А локальная ось y теперь смотрит против глобальной оси x, и ее координаты минус 1, 0, 0, что тоже записано во второй строке. Поэтому получается, что в первых трех строках записываются координаты локальных базисных векторов в глобальном байсе. Ну, давайте еще, если повернем наш null на 45 градусов, то видим как раз, что здесь записано число 0,7 с мелочью, это как раз корень из 2 пополам, синус, косинус 45 градусов. Ну, те, кто помнят линейную алгебру, могут заметить, что эта матрица очень сильно похожа на матрицу перехода от одного байса к другому. Действительно, ведь в матрице перехода записываются координаты одних байсных векторов в другом байсе. А здесь у нас как раз и записываются координаты локальных байсных векторов в глобальном байсе. Значит, это получается, что это матрица перехода от глобальной системы координат к локальной системе координат. А как и любая матрица перехода, она может быть использована, чтобы находить координаты в одном байсе, зная координаты в другом байсе. И наоборот. Ну, давайте сейчас это и попробуем сделать. Итак, добавим вектор, например, с координатами 1, 0, 0. Значит, и попробуем его умножить на нашу матрицу трансформаций. Значит, не надо бояться, что матрица имеет размер 4 на 4, а вектор трехмерный, потому что в этом случае просто добавится четвертая компонента равной единице, а после умножения отбросится четвертая компонента, которая также будет равна единице. Итак, умножаем и давайте посмотрим, какой будет результат. Так, я сдвину немножко матрицу. Покажем вектор. Вот он направлен вдоль оси x. И покажем результат в числовом виде. Вот. Ну, раз матрица единичная, то и в результате получается тот же самый вектор. Значит, если мы повернем теперь наш объект на 90 градусов, то видим, что теперь вот этот вектор 1, 0, 0, он все еще направлен вдоль локальной оси x, но в результате умножения получается вектор 0, 1, 0, а это как раз координаты этого вектора в глобальной системе координат. Но если мы еще переместим наш null на 2 единицы, то получается, что локальные координаты остаются прежними, а глобальные станут 2, 1, 0. Получается, что в результате умножения матрицы трансформации на вектор мы получаем глобальные координаты этого вектора. Вот это и есть самое главное свойство матрицы трансформаций. Она позволяет найти глобальные координаты вектора по их локальным координатам. Ну, на этом давайте наш второй урок закончим.